Сегодня мой гость, лауреат международных конкурсов Чайковского, Энеску, Винявского, Тибо, знаменитый скрипач Гаик Казазян. Гаик, привет. Всем привет. Мы говорим сегодня о игре на соль-струне, о проблемах, которые связаны с этой струной. Гаик, что можешь сказать? Да, играть на соль-струне красивым звуком действительно не просто. Основные проблемы – волчки, качественные инструменты. Ну, допустим, если с качественными инструментами нам повезло, уже хорошо. Волчки, они, наверное, все равно будут. Расскажу, как с ними бороться. Но самое главное, на мой взгляд, это найти звук, если так можно выразиться. Покажи, как ты ищешь звук на соль-струне. Действительно, звук прекрасный. Это же цыганка Равеля. Спасибо, я, конечно, постарался сейчас. Это она самая, да. Значит, что нужно? Играть, конечно, мягко, потому что там довольно-таки чувствительная область. Мягко правой рукой. В основном делает все правая рука. И левой рукой просто нужно правильно нажимать на правильные клавиши, как говорится, да? Как говорил Иоганн Себастьян Бах. Скажи, а насколько плотно нужно нажимать на гриф левой рукой? Всего лишь настолько, чтобы она хорошенько закрыла струну, чтобы не было, как говорится, пробелов. Покажи, пожалуйста, насколько, чем лучше, на ноготочек или на подушку? Нет, ну я думаю, тут, конечно, разная постановка бывает, но в любом случае вот так ставить всегда плохо. Даже и в первых позициях. Ставить вот так на подушку – это всегда лучше. Насчет того, насколько сильно нужно нажимать, очень сильно не нужно нажимать, потому что это будет лишнее, это уже будет излишнее напряжение руки. А что по поводу разворота левой руки, кстати? В принципе, нужно себе представлять, что это не так уж сложно на собственной игре. То есть это то же самое, что мы играем на ми, только, конечно, немножко рука повернута туда. Вот это вот та самая сложность. То есть мы, получается, немного выдвигаем руку, Конечно, вот выдвигаем, сюда. естественно. Ну, опять же, тут зависит от физиологических особенностей, от разных рук. У кого-то большая рука, у кого-то маленькая. А расскажи, как бороться с волчками в случае, если вам не повезло, и если у вас действительно в скрипке оказался волчок. Что делать? Например, скажем, возьмем самые распространенные ноты, которых, ну, до диез, да. Вот вы играете, и у вас... Здесь у меня, слава богу, нету, мне повезло. Вот у вас волчок. Значит, два варианта. Либо бывают такие непробиваемые волчки, так называемые, которые, если вот как бы делать мощность вибрации и, как говорится, вот плотно смычком, они наоборот сопротивляются, не звучат. Тогда с ними надо поосторожнее. Нужно очень аккуратненько. Аккуратненько правой рукой? И левой тоже. И левой тоже. Левой тоже имеется в виду аккуратную вибрацию, очень маленькую, контролируемую, я бы так сказал. То есть, получается, что вибрация левой руки должна быть постоянной, но амплитуда ее должна быть маленькой. А с правой рукой что? А с правой рукой нужно очень бережно, так сказать, относиться к струне. Не нажимать. Не нажимать, да. Это один вариант волчков, который, так сказать, непробиваемый. Которые пробиваемые, уже вот как бы есть немножко волчок, тогда просто, как говорится, берешь все в свои руки и мощно вот по этой ноте. И... А у тебя есть какой-нибудь волчок, который пробиваемый? Непробиваемых, слава богу, нет. Мне повезло. Прекрасный инструмент. Гайку просто повезло с инструментом. Это правда. Очень хорошо. Кстати, есть еще одна проблема, связанная с игрой на соль-струне. Насколько близко смычок находится к подставке или, наоборот, к грифу? Гаек, что ты об этом думаешь? Звучит прекрасно, но где Если у бы тебя я играл, смычок? например, вот здесь вот, смотрите, как бы это звучало. Ну, примерно. То есть, получается, что чем выше позиция, в которой вы играете, и чем ближе при этом смычок находится к грифу, тем звук менее качественный. То есть, вы залезаете на высокую позицию, и смычок должен быть ближе куда? Подставки, конечно же. Ближе к подставке. Очень интересно. Но нужно это делать очень осторожно, потому что если просто играть у подставки, это будет называться sul ponticello, что означает играть просто таким вот... Как бы неприятным звуком, но это специальный прием. Поэтому, опять же, вот тут умение находить звук, умение даже, я бы сказал, чувствовать инструмент в каком-то смысле. Ну что ж, замечательно. Сегодня с нами был Гаик Казазян, и мы говорили о том, как играть на соль-струне. В принципе, есть самые основные аспекты. Чем выше вы забираетесь на позицию, тем ближе смычок должен быть к подставке. Это первое. Второе. Если в вашем инструменте нет волчков, замечательно, вам просто повезло. Чувствуйте себя счастливым человеком. И третье. Конечно же, не бойтесь чуть разворачивать руку, когда вы идете на верхние позиции. Гаик, спасибо, что был сегодня с нами. Юра, это было приятно, спасибо большое. Спасибо, всем удачи и до встречи.